Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу про стандарты красоты в Корее. Если честно, то про парней сложно понять, когда парень красивый, а когда некрасивый. Потому что у парня, который мне кажется так себе, у него обычно будет очень красивая девушка. А если мне понравится парень, то кореянки про него скажут, ну, так себе парень, ни о чем. Но в любой стране есть параметры женской красоты, поэтому сегодня я буду рассказывать больше про них. Но, если честно, то эти стандарты в чем-то касаются и парней тоже. Поэтому стандарты корейской красоты, поехали! Конечно, самое главное в любой стране это глаза, и глаза в Корее должны быть не просто большими, они должны быть очень большими. Самый распространенный способ это сделать себе двойное веко при помощи пластической операции. Но это такой радикальный способ, но некоторые кореянки это делают. В магазинах продаются специальные штучки, которые приклеиваются каким-то образом сюда, и получается и двойное веко вверху, и вот такой мешочек заспанных глаз внизу. Косметическое производство это хорошо, поэтому неудивительно, что у них есть куча приспособлений для того, чтобы сделать глаза большими. Конечно же, у них очень хорошая косметика, и еще они вставляют себе линзы. И причем у корейцев обычно глаза темные, ну, очень темно-карие, иногда даже черные. У нас глаза светлые, и светлые глаза им кажутся красивыми. Вообще, европейская внешность для корейцев, она кажется красивой, но не стоит думать, что здесь прям вот европеец идет, и все в обморок падают, потому что никто тут в обмороке не падает, и к европейцам относятся, ну, как к обычным людям, по крайней мере, в Сеуле, там, где я живу сейчас. Дальше мы спускаемся ниже, и после глаз у нас идет нос. Нос. Красивый нос в Корее – это высокий нос. И я очень много об этом слышала, что нос должен быть высоким, и я не понимала, что же такое высокий нос. Сейчас я попытаюсь это объяснить. Наша вот эта вот часть носа, она возвышается над лицом. То есть она реально как бы высокая, а у корейцев это все очень плоско, и у них нос начинается, не то чтобы он начинается здесь, но он начинает выступать за пределы лица именно вот в этой вот части. Вообще наши европейские носы, они правильные для корейцев, красивые и высокие. И дальше у нас идет рот, точнее губы. Анджелина Джоли здесь была бы, ну, конечно, популярна, потому что она Анджелина Джоли, но по своим губам она бы не прошла, потому что губы здесь модно маленькие губы, и поэтому девушки даже красят свои губы особым образом. Они не прокрашивают вот эту вот часть, точнее, они наносят тинт, а потом они вот эту часть помады, они, ну, либо тинта, они убирают, и у них получается вот такой вот маленький аккуратненький ротик. Почему? Потому что так девочки похожи на деток маленьких, с маленьким ротиком, и они еще вот так говорят и выпячивают губки. Это, ну, очень мило. Подбородок. Подбородок в Корее должен быть очень узким и напоминать буквочку В. Иногда. Но вот кореянки как-то делают себе пластику красиво, но вот китаянки, они иногда перебарщивают, и ты смотришь на них и думаешь, где же зубы помещаются, потому что подбородки реально очень узкие, и на фотографиях они тоже стараются как-то ухитриться, чтобы их подбородки казались намного уже, чем они есть. Для этого что нужно сделать, чтобы выглядеть на фотографии красиво? Нужно сделать ручки вот так, либо пальчики вот так, заузить свой подбородок максимально. Корейцы и парни, и девушки так делают на фотографиях. Даже взрослые люди, а джумы тоже вот так вот стоят всегда на фотографиях, потому что узкий подбородок у них считается очень красивым. Дальше у нас будут уши. До момента, пока я приехала в Корею, я вообще не задумывалась, что такое красивые уши, что такое некрасивые уши. Но у корейцев по поводу любой части тела есть мнение, что такое красиво, а что некрасиво, поэтому правильное ухо. Я покажу его, обязательно прикреплю его фотографию, потому что я не очень понимаю, как это правильно объяснить. Мочка уха должна прилегать к лицу. И то есть вот это ухо будет считаться красивым. Стандарты корейской красоты не заканчиваются. Дальше у нас будут брови. Брови в Корее модные, пышные, волосатые брови. То есть кореянки, они не запариваются о том, как бы выщипать брови, они скорее запариваются, как бы нарисовать себе брови побольше. Потому что чем шире брови, тем это считается более красивым. И если у нас брови в моде треугольничком, либо овальчиком, то они предпочитают прямые брови, вот так вот.
пышные, широкие, прямые брови. Все почему? Потому что если дополнить корейский макияж именно этими бровями, то уровень милашества он будет увеличиваться. В Корее пользуется популярностью маленькое лицо. До того момента, как я не посмотрела на азиатов вживую, а видела только айдолов. Кстати, айдолы считаются все очень... нет, не все! Я когда узнала, что G-Dragon для них некрасивый, я была в шоке, потому что топ для них красавчик, а G-Dragon не красавчик, но это просто у меня накипело, но вернемся к стандартам красоты и к маленькому лицу. Маленькое лицо в Корее пользуется популярностью, потому что у некоторых корейцев реально большая голова, и для того, чтобы это скрыть, они делают себе челки большие, и девочки носят вот так вот волосы, и на фотографиях они себе поджимают лицо, чтобы лицо было максимально маленьким, потому что маленькое лицо в Корее это очень хорошо. Я реально считала, что в Корее все корейцы худые. То есть здесь абсолютно нету каких-нибудь таких помпушечных корейцев, но оказалось, что это неправда. Здесь они есть, но отличие между мной и пухловатым корейцем это то, что я до 10-го этажа поднимаюсь с трудом, а кореец в теле, он будет до 10-го этажа подниматься очень нормально, потому что здесь везде горы, и корейцы привыкли к тому, что им надо в день очень много подниматься и по лестнице, и по горе. Но, несмотря на это, не все корейцы худые, и то, что у всех кореянок худые ноги, это тоже неправда, но быть худым в Корее это реально тренд, и здоровый образ жизни это тоже тренд, и вот даже сейчас мы рядом со спортивным полем, и корейцы заняты, кто-то играет в баскетбол, кто-то играет в футбол, там еще дальше есть теннис, бейсбол, в общем, все возможные виды спорта, и это пользуется популярностью и даже среди пожилого поколения, потому что быть худым это значит быть здоровым, а быть здоровым это хорошо. Старшее поколение, оно, конечно, в футбол, возможно, так не бегает, но они ходят в горы, и вообще ходить в горы, подниматься в горы, это, наверное, национальное развлечение корейцев. И, наконец, маленький штришочек к более полному образу корейской красоты – это ногти. Раньше я не знала, и я не покажу, потому что они почему-то сегодня не подходят, эти ногти, под стандарт корейской красоты. Но перед тем, как снимать это видео, я спросила других девочек. Вот сейчас мой оператор мне рассказала, что в Корее модно короткие ногти. И, в общем, как отличить китаянку от кореянки? Это то, что у китаянок будут длинные ногти, а у кореянок будут короткие ногти. Наверное, это потому что, опять же, у детей всегда короткие ногти, а кореянки стараются быть очень милыми для своих корейских парней. Короткие ногти – это мило, а значит красиво в Корее. Надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Свои впечатления можно оставлять в комментариях. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальцы вверх, и будем становиться лучше вместе.